Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Пока Дилан и Берен готовятся к вечеру кино и строят планы пойти в компанию вместе, госпожа Хассер тайно подслушивает их у кухонной двери. Готовя попкорн, они кокетничают и забывают о попкорне, а кукуруза повсюду. Берфин понимает, что Ипек притворяется больным, как грустил твой отец, когда думал, что он так болен, когда ты говоришь: «Я приду, когда захочешь, не делай этого больше, ладно? Не оставляй нас, ладно?» Тем временем Акиф приносит Ипеку молоко. Ипек просит отца прочитать ей сказку, а когда Берфин хочет уйти, он не позволяет ей и заставляет их обоих ждать. Акиф намекает на Берфина, говоря о молодой девушке из книги, которую он читает. Джейда звонит брату и говорит, что хочет встретиться. Он говорит, что если Баран узнает, что его выпустили из тюрьмы, то не отпустит его. Он стал очень подозрительным, когда узнал, что Чинар — это Миран. Когда Исмет говорит: «Не волнуйтесь, он ничего не может для меня сделать», он предупреждает вас ничего не делать, если госпожа Хаджер попросит вас что-то сделать. Тем временем, когда госпожа Азади приносит Джейде приготовленный ею суп, Джейда в панике кладет трубку. Когда госпожа Азади оставляет суп и уходит, она звонит снова, потому что повесила трубку на своем брате. Дилан, Баран и Миран смотрят фильмы, и по их внешнему виду видно, что они получают массу удовольствия от просмотра. Затем они внезапно мечтают и воображают, что у них есть дочь, похожая на Дилан. Во время просмотра фильма Дилан и Берен засыпают, но не признаются, что спят. Несмотря на то, что Миран не хочет спать, Берен обнимает его и уводит в свою комнату спать. Когда Акиф понимает, что Ипек не болен, Ипек говорит, что теперь он выздоровел. Когда Дилан говорит, что сегодня вечером было так приятно смотреть фильмы и чем-то заниматься с нашим сыном, мне бы хотелось, чтобы мы оставались такими навсегда, Берен говорит, что это не закончится. Когда Дилан говорит, что иногда, когда я думаю о годах, которые мы пропустили без него, мне интересно, опаздываем ли мы, Баран говорит, что мы не опаздываем, главное, что мы теперь вместе и наш сын с нами. Когда он говорит: «Это только начало, мы будем наслаждаться моментом, а не сожалеть о прошлом», он говорит: он проснется утром и расскажет нам все о том, что произошло, возможно, наш сын выберет следующий фильм. Точка. Потом они говорят, что очень любят друг друга, и ложатся спать, но Дилан не может спать, говорит, что такой голодный, у него урчит в животе, а ему так хочется есть. Он представляет, что будет есть на завтрак, но буквально борется с самим собой. Когда Берен внезапно спрашивает Дилана: «Что ты делаешь?», он подпрыгивает от страха. Когда Берен говорит ему поесть: «Если ты голоден», Дилан говорит, что он ушел: «Я пойду спать». Берен перечисляет много вкусностей, и когда он понимает, что спустится один, даже если Дилан не придет, Дилан тоже встает. Когда Берен спрашивает, что случилось, Дилан отвечает: «Я сказала мужу не есть в одиночестве». Берен отвечает: «Пусть Бог никогда не упускает тебя из-за моего стола». Они вместе идут на кухню, и Дилан спрашивает: «Знаешь, что мне больше всего нравится делать с тобой?» Когда его спросили, что это такое, Берен ответил, что совместная трапеза по ночам – это как если бы были только мы, пока все остальные спят. Берен говорит: «Ну, ты знаешь, что мне нравится делать с тобой», и когда он подсчитывает все, что он делал с Диланом, например, смотрел фильмы и причесывался, Дилан говорит: «Но ты, должно быть, любишь кого-то больше». Нет, если я скажу одно, то другой позавидует. Когда Дилан спрашивает: «Можешь ли ты завязать мне волосы?», Берен собирает их и говорит, что «Мне нравится целовать тебя и вдыхать твой аромат». Дилан говорит: «Мне нравится обнимать Барана и класть голову ему на грудь, крепко обнимать тебя, слушать стук твоего сердца и чувствовать место, отведенное там для меня». Дилан и Баран думают, что ничего не могут сделать для Акифа и Берфина, и говорят, что их будет вести любовь. Когда Берен спрашивает, следует ли ему поговорить с Берфином, Дилан отвечает, что Берфин очень чувствительный и интровертный человек и должен сначала научиться не подчиняться своей матери. Когда Берен говорит, что эта женщина не годится даже для собственной дочери, Дилан говорит: «Не волнуйся, Берфин выберет любовь, ее просто проверяют, как и нас, и они идут в свою комнату, чтобы лечь спать». Просыпаясь утром, произнося слова
полные любви и желая остаться такими, они понимают, что опаздывают на компанию и впадают в панику. Господин Кудрет видит дядю Ахмета, возвращающегося с могилы Гэжи Айтен, и приходит к нему. Когда много лет назад я потерял свою семью, ваш отец, мистер Миран, познакомил меня с лошадьми, научил меня всему, что знал, не уставая, и сказал, что уход за лошадьми лечит меня. Прошло ровно 35 лет, как я потерял детей и жену, они ждут меня там, мы встретимся, когда придет время, говорит Айтен, да помилует Бог мою дочь. Господин Кудрет, прошло около 20 лет, иногда мне так тяжело, что они говорят, что очень скучают по мне, хотя я не хочу этого показывать. Пока Баран и Дилан покидают особняк, госпожа Хаджер узнает об этом, звонит Исмету и говорит, что Баран и Дилан едут в компанию и ребенок с ними, воспользуйтесь этой возможностью. Когда он находит Берфина, он спрашивает, как долго не отвечает на телефон его матери. Берфин говорит, что Ипек заболела, и я пошел проведать ее. Он говорит, не волнуйся, у меня не было никакого диалога с Акифом, достаточно того, что ты всегда ведешь себя так, будто делаешь что-то не так. Хватит, в последний раз он пытался защитить Дилана и Мирана, Хасан умер, брат Баран попал в тюрьму, и если бы ты не защитил меня от этого человека в то время, я бы отбыл наказание, а он бунтует, говоря защиту нам достаточно. Когда Дилан и Берон понимают, что Мирана нет в машине, Дилан отправляется его искать. Тем временем приходит Акиф и сообщает, что муж Хаджер, Ханем Аднан, внезапно исчез 6 лет назад и не осталось никаких следов. Пока Джейда жалуется, что ей скучно спать, Берфин приносит ей еду. Он очень застенчив с Берфин и пытается заставить ее делать всю его работу. Берфин говорит, как можно быть таким бесчувственным, тебя не волнует печаль людей. После небольшой ссоры, когда Берфин выходит из комнаты, Джейда притворяется, что ей больно, и играет с совестью Берфина. Когда Дилан рассказывает Берану, что она нашла Мирана, пытающегося надеть галстук-бабочку в своей комнате, и что он сказал, что ему нужно одеться как босс, потому что он собирается в компанию, Берон очень доволен. Они все очень рады этим прекрасным дням. Исмет следует за ними и сообщает об этом Хаджер Ханем. Пока Берфин работает на кухне, приходит Акиф и спрашивает Берфина, ты подумал об этом? Когда госпожа Хасер звонит Берфину, Берфин в панике выходит и говорит, моя мама. Пока Дилан рассказывает на собрании обо всем необходимом для фонда, Баран говорит Мирану, что будет присутствовать на собрании, говорит ему не отходить от сада и предупреждает сотрудников, чтобы они не оставляли его одного. Пока Тугба и госпожа Хасиби говорят о том, как устала от застенчивости Джейды, госпожа Хаджер слышит и говорит, что сотрудники уже давно так говорят о хозяйке дома, моей невестке, ты сделаешь все, что она хочет. Когда Тугба сказал, что мы можем это сделать и что в особняке есть еще господин Баран, госпожа Хаджер говорит, какой вы наглый, вы думаете, что я уйду из этого особняка, я никуда не пойду, я буду леди Ага. Скоро перестань так много говорить, сделай мне кофе и принеси. Акиф понимает, что дата исчезновения Аднана и дата госпитализации Берфина очень близки. Он вспоминает, что был чрезвычайно чувствителен к прикосновениям, когда впервые встретил Берфина, и задается вопросом, сделал ли этот человек что-нибудь с Берфином. Когда Тугба приносит Акифу кофе, а Акиф пытается получить информацию о Гэне Аднане, он понимает, что господин Аднан не тот человек. Затем Берфин слышит их и спрашивает, он сказал вам, куда пошел после исчезновения. Вы с ним очень близки. И он помнит, как Тарик и Хаджер Ханем опровергли доказательства смерти Аднана, и как им сказали, что никто не узнает. Затем он входит и отправляет Тугбу спросить, разрешите ли вы нам. Баран анализирует работу, проделанную стариком на встрече. Барану очень нравится работа Тарика, и он просит его продолжать с той же дотошностью и подумать об особых участках отеля для Мардина. Когда господин Кудрет спрашивает о Миране, он говорит, что Баран играет в саду, и Тарик немедленно отправляет сообщение Исмету и говорит, что ребенок один в саду, поторопитесь. Если ты хочешь узнать что-нибудь о Берфине, спроси меня. Я пробыл в психиатрической больнице 1,5 года. Когда ты спрашиваешь, что случилось, Акиф говорит, чтобы я не узнал о тебе, я люблю тебя с твоим прошлым и всем остальным. Не забывай это.
Пока Миран сидит с сотрудником, приходит Исмет, но останавливается, когда видит, что он не один. Когда Миран просит воды, служащий идет за ней, и Исмет чувствует облегчение. Когда после окончания встречи Баран встает, чтобы взглянуть на Мирана, Тарик заставляет его сесть и посмотреть, смогу ли я дать ему еще 5 минут, чтобы отвлечь его. Исмет зовет к себе Мирана, и Миран медленно идет к нему. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.